Здрасте, мои многомиллионные подписчики. Сегодня у нас немножко тоже необычный формат. Из названия вы уже поняли. Он про пост-рок трек, который я начал делать, писать в 2021 году. Это не писал я его на самом деле столько лет. Я к нему возвращался каждый год. Уже сколько? Февраль 21, а сейчас уже апрель 25. 4 года. Ну, раз 5 я точно возвращался к нему. Потому что изначально, когда я начал его делать, гитарные плагины я другие какие-то использовал. Барабанные плагины точно другие у меня были. SSD Ganza Rooms. Библиотека от SSD Superior Drummer. Вот, точно. А потом же бас Trillian я использовал. Здесь я его вроде также оставил. Но все, что получалось у меня, в 21-м получилось, я не стал доделывать, потому что мне не нравилось. Потом 22-й год я тоже вернулся, что-то покрутил пару вечеров. Мне не нравилось окончательное звучание. Там практически много чего уже было записано, и барабаны, и даже ВСТ, бас, все прописано, мне не нравилось. И вот спустя много лет, опять же на прошлой неделе, я попробовал еще раз к нему вернуться, и мне показалось, что вот он звук, который максимально близок к тому, который я хотел к этому треку. Это я про что? Про то, что не нужно сдаваться. Демки могут полежать, какие-то заготовки. Ничего с ними не будет. Это один из плюсов, который я хотел подчеркнуть от DI треков. Они не сгниют, не заплесневеют. Пусть лежат. А если вы запишете что-то через примочку уже, не советую. Так вот, DI трек... У меня тогда даже гитара была другая в 2021. Gibson Tribute у меня, по-моему, был. Я фоточку найду, скину вам фоточку слева. Или справа это будет, ладно. Потом студио у меня был Gibson. Ну, перепробовал много. Сейчас у меня FGN. Вы, наверное, все уже знаете, кто смотрел уже видео моего канала. Но это не суть. Меняются гитары, меняются вкусы, меняются уши, может быть, даже. Плагины. И если вы, опять же, видели что-то из моих предыдущих выпусков, вы заметили, сколько барабанных библиотек я перебрал. Я обзоры на них делал. Сверху там ссылочка. Посмотрите. Неплохие обзорчики. Очень всем советую. И в итоге, к чему я пришел, вы, может быть, даже удивитесь. Давайте уже пройдемте к проекту. Чего уж тут рассусоливать долго. Итак, смотрите. Clean Guitars. 4 разных партии. 1, 2, 3, 4. Я записал. Ну, разные звуки у них. В этих гитарных партий. Немножко отличаются там ревером, хорусом и так далее. Сейчас все посмотрим. Rhythm Guitars. Это я записывал все партии Gibson Tribute. Ну, дабл-трек классический и дисторшн гитара по центру, типа лид-партия. Изначально все это звучало вот так вот. Я сначала прописал такую основную партию, наиграл как-то в один из вечеров. DI-сигнал вот так вот звучит. Смотрите, как тут все нарезано. Я хотел прям, знаете, супер-мега четко. Punch-in. Ну, это когда вписывают из 20 дублей один самый лучший. И вот так вот по аккорду все и супер идеально я нарезал. Здесь все лучше, уже 4 по 4 квадрата все. А вот эта основная у нас вот такая. Вот давайте послушаем DI-сигнал гибсоновский Tribute. Там 490, по-моему, звукосниматель в Nike и в Бридже. Супер, мега супер. Просто, ну, безумно она мне нравилась, но я пошел дальше выбирать. Все, слушаем. Такая довольно-таки меланхоличная, прикольная тема. Потом вступается следующая партия, совершенно другая. Ну, я пост-рок пытался много лет уже писать, и в 2010, и в 2013 году. На всех площадках можете послушать мое творчество. Ссылочка сверху. Нет, в описании будет ссылка.
На Яндекс.Музыке я много чего заливал. Дальше, пост-рока, кстати, там немало. Вторая партия вот такая вот. Давайте вместе с первой уже пойдет она. По классике, все по классике. По классике. Точно, неплохое выражение. Значит, конечно, сейчас я включу построковские эти все эффекты, дилеи, кучу модуляций. Как Андрей Путятин говорит, не умеешь играть на гитаре, навешай кучу педалей туда. Но он умеет играть, вы не подумайте, что он из-за этого говорит. Дальше третья партия. Ну, пост-рок, он как бы супер простецкий, но нужную атмосферу тоже нужно поймать. Вот две гитары, например, вот так вот звучат. Но и с основной гитарой довольно-таки неплохо. Даже в DI сигнале, без каких-либо обработок. Чистый звук со звукоснимателя в звуковую карту. Ну и третья партия. Вы сейчас, наверное, посмеетесь, скажете, что это вообще такое, Юр? Это что в голову тебе пришло, чтобы так сыграть? Не помню, что я делал даже с гитарой в тот момент. Много времени прошло, у меня уже склероз, извините. Но с нужным дилеем и хорусом классно звучит. Ну и ритм партии. Конечно же, бриджевый звукосниматель гибсоновский, он просто супер-мега. Мега-супер. Это левый канал, и дабл-трек звучит так. Ну, вообще. И вот и все. Я все эти годы менял плагины, усилителей, менял барабаны, и мне ничего не нравилось. Но основная гитара, все чистые гитары, я пробовал и Ноли от Neural DSP, и Гаджиру. Клин-каналы чистые, но мне не нравится, как они звучат. Ну вот честно, не нравится. И самый лучший для меня это, естественно, те, кто любит THU Overloud с Was Like. Да, это они. Итак, первая гитара. Очень простой. Я выбрал пресет, просто накрутил его, докрутил до нужного дилея, ревера и там модуляция, хорус, по-моему. Вот так вот звучало, вот так вот стало. Сейчас включу вместе с эффектом. Вот он, THU Overloud. Я просто взял пресет. Кабинет стандартный. Дилей, реверберация. И перед всем этим эквалайзер, Parametric EQ. И, конечно же, хорус. Много хоруса. Микс на 50%. Давайте послушаем, как это звучит. Услышали хвостик, да? Ну и дальше по такому же принципу действовал я. По-моему, тот же самый даже усилитель. Тот же пресет, но без эквалайзера. Чтобы отличались гитары. Звучит вот так эта гитарешечка. И дилея побольше. Вместе. Вот так вот. Что ж, я сразу вот это ткну. Clean Guitars у меня в отдельном подканале. Получается вот такая штука. Третью гитару я использовал вот этот усилитель. Это у нас Vox. Vox AC30. Кабинет. Не, кабинеты мои. Да, York Audio.
Дальше реверберация и тейп-дилей другого пресета. Куча дилея, ревера. И все, пост-рок готов, ребят. И вот четвертый, давайте посмотрим. А вы, наверное, хотите спросить, Юра, что это у тебя буковки I тут все делают? Вот это I. А здесь подсказочка вам. Resampled from 44,1 кГц. Я раньше все писал 24 бита 44,1 кГц. Сейчас я уже последний год последний год. Все мои видео, демки, шмемки 48 кГц. Мне почему-то, не знаю, может, это я внушил себе, но как-то лучше звучит. Я просто сравнил, услышал. Очень много споров на эту тему. Я не буду с вами спорить на эту тему. Но сейчас этот проект, вот видите, 48 кГц, 24 бита. Так вот, звук, он хуже не станет, не изуродует гитары, если вы записали их 44, а проект у вас 48. Потому что все равно на мастершине, все это в современных DAW давках, все равно все можно заоверсэмплить на мастершине. Никакого, дизеринг я ставлю уже потом при миксдауне. Итак, ладно, пойдемте дальше. С клин-гитарами мы разобрались. Что я использовал для них? Лучше клин канала на THU, я не нашел. Дальше. Ритм гитары. Тяжелые, которые. Это у нас вот это было. Много что пробовал, опять же, Гаджира и Neural DSP 0 там было. И что только я не перепробовал. Amplitude. Но для тяжелых гитар я остановился на Bogren Digital Amp Knob от Trivium. Суперски, просто мега звучит. Я там кабинет, конечно, поменял на другой, на свой. От Marshall, да. Очень важная составляющая всего звука гитарного — это кабинет, ребят. Хороший усилитель, дорогой усилитель. Кто-то купил, может, живой даже усилок, через Loadbox его пишет. Кабинет поставляет уродский, и все, рассыпался микс. Про микрофоны и снятие микрофоном я даже не буду говорить. Мне кажется, это уже в прошлом веке даже в студиях пишут через всякие Loadbox'ы. Аттенюаторы. Итак, поехали. Как звучит этот Bogren Digital Trivium? Очень круто он звучит. Для соло я использовал тоже Bogren Digital, но у них есть специальный Trivium Lead для лид-партий уже с хорусом и дилеем. Представляете, как удобно? Вешаете это на ритм, это на соло. И все у вас. Готовченко. Кто не любит париться, а нужно быстрый результат сделать. Но это я не быстрый результат сделал за 4 года. Это я потом уже все навешал, до меня дошло, как всем этим пользоваться. Дело не в количестве плагинов все-таки, а в умении ими пользоваться. Не скажу, что я супер-мега, конечно. Ну и все. Вот это я вот это нарезал. Потом вот это уже как будто бы аранжировка готовая была. Это у нас вступление, типа вот такой вот. Пошло мясо, потом типа проигрыш. Потом опять мясо и концовочка. Вот и все. Это ж пост-рок. И дальше прописаны у меня. Здесь барабаны, которые я, скажу вам честно, прописал в прошлом году, когда нашел для себя свою любимую барабанную установку, которую очень я много где использовал. В основном в группе Орбитали с Андреем Путятиным, моим корешем.
Орбитали тоже в ссылочке в описании можете послушать. Ну, там неплохо. Вот эти барабаны универсальные. Они не только для металла. Они прекрасно подходят и для легкого рока, для пост-рока. Пост-металла, наверное, этот трек все-таки в таком стиле. Да, вы не ослышались. Вот. Дальше. Ну, по басу я не стал изменять своим инстинктам. И просто своей традиции использовал триллион. Навешал на него самый... Вот, со звуком баса тоже было то же самое, что с гитарами. Пока я не нашел параллакс, это самый лучший басовый, на мой взгляд, амп-симулятор. Далее, по эквалайзерам. Почему-то я убрал 94. Там какая-то... Эта частота, определенная нота очень торчала. Я ее просто динамическим, опять же, эквалайзером подрезал. Но Virtual Mix Rack, я во всех своих видео рассказывал, всегда его использую. Дальше. А что дальше? Синт-бас. Чисто для вступления. Я использую для синтов всех. Обожаю. Прямо от фаб-фильтра Twin 3. И все, без него нет жизни в этом моменте. Послушайте без него. И сейчас включу его. Ну, естественно, Hellraiser. 9-струнная гитара, которой я всегда усиливаю. Делаю из дабл-трека живых гитар, добавляю дабл-трек Hellraiser от Ample Metal. И получается квад-трек. Очень ровный, очень четкий. Я абсолютно вешаю туда же тот же усилитель, что на живые гитары. И в миксе это просто бомбическая бомба, ребят. Virtual Mix Rack. Немножко я его поджал вот в этих моментах. Вот в этих вот. Чуть-чуть поджимается. Ну и в принципе он копирует вот эту гитару. Только на одной струне. Вот здесь я сыграл квартами на 6-струнной гитаре в обычном строе. А здесь я опустился нормально, как на 7 струнах, 8 струнах опускаются ниже, чем ми. Ну и все вместе это придает очень мощнецкую мощь. Давайте залезем же. Ну и последняя вещь. Почему вдруг мне показалось, что этот трек доделается на днях? Я для себя открыл, но давнишняя тема, давнишний плагин — это, ребят, Black Box Analog Design. Это сатуратор. Я немножко прифигел, как с ним все зазвучало. Честно вам скажу. Я включил его на одну гитарную дорожку, потом на другую, потом на барабаны, потом на бас, кстати, не стал. Там достаточно гармоник мощно звучит. И офигел, ребят. Ну давайте же послушаем, что эта штучка Black Box Analog Design от Plugin Alliance делает. Тут я подмешал буквально 70%. Послушаем разницу. Сейчас выключу сначала, потом включу. Слушаем. Опа, и досталось все. Дальше, как она работает с дисторшн гитарами.
Это ж просто бомба тоже. Blackbox аналог. Но главное не перестараться. Тоже подмешал. А, тут я подмешал на 40% всего. Давайте сначала выключим, а потом я включу. Ну вот как-то так, ребят. Ну и дальше... Ой-ой-ой, а что он делает? А, соло. Лид-партия, ребят. Очень важно. Я даже отдельно дорожкой сделал, конечно же, чтобы прибавить чуть побольше. Здесь микс где-то 80%. Еще больше гармоник. Еще, чтобы ярче соло-гитара прорезалась. Послушайте. С и без. Выключу сначала. Это просто... Это что еще? Барабаны, ребят. Просто нахрен убиться с этого звука. Солируем. Так, барабаны, кстати. Перед этим я хотел сказать, что я перепробовал кучу библиотек. Я уже, наверное, сказал, да? А Mixwave от Gojira суперский. Пробовал. Пробовал в этом треке, не подошли. Ultimate Heavy Drums от Джоша Миддлтона. Пробовал. Вообще не подошли. Никак. Ну и все. Предыдущий Superior Drummer 2 Guns N' Roses я говорил. Не подошли. Но более-менее, но не подошли. И когда только я повесил Cream Drums, я вот тогда прифигел. Ну давайте послушаем, как барабаны звучат с этим блэкбоксом. А точнее сначала без него, а потом с ним. Поехали. И примешал, опять же, не жестите. Вообще скромненько. 20%. Пресет 14 драмс. Я просто его повесил и на слух, чуть-чуть услышав, как они поднимутся, уплотнятся, ярче станут, остановился. И это было 20% всего. Клипер я всегда вешаю для более ровной динамики, когда малый фигачит слишком громко, он немножко усмиряет его. Ну, на бас не помню. Нет, не вешал, оказывается, верно. Как обычно. Trillion, Parallax, это я уже сказал, Virtual Mix Rack. Все. Потому что бас достаточно звучит хорошо. Ну так и все практически. Синт-бас. Даже не помню. Нет, не вешал. Потому что там низов, саб-низов хватает. Ничего не нужно по гармоникам прибавлять. Ну, Hellraiser тоже не вешал. Кстати, потому что вот в этом проигрыше как раз я только громкость отстроил. Но, в общем-то, здесь все по всем этим фишечкам. И посидев пару часов со всем этим поигравшись, посводя немножко, обратите внимание, я барабаны даже не разбивал в мультитрек, мультираутинг, роутинг. Они звучат так с одной дорожки. То есть отдельно не обрабатывал малый, большой, бас-бочку, там и... Потому что я взял пресет Your Naturale. Это я как-то когда-то делал пресет. И я вручную чуть-чуть здесь в самом этом плагине, в ВКонтакте, а точнее в библиотеке Cream Drums, чуть-чуть крутанул побольше высоких на бас-бочке. Дальше снэр. Я что сделал? Я обычно кручу еще вот эти штуки на свой слух.
сколько бочки попадает в оверхед, в рум. По томам я практически, ну как практически, ничего тут не делал. Только по громкости их отстроил. То есть том 1, видите, ближе к нулю, -1. Потом том 3 и том 4 были погромче, я их сделал потише. То есть делаешь переход и слушаешь, ровная ли динамика, или какой-то громче, какой-то тише. Это все. Хай-хет я сделал тише, намного, потому что он здесь громкий очень. Райд тоже очень я опустил. То есть такие чисто без эквализации, но на чувстве, на динамике, насколько громко тот или иной инструмент в установке звучит. И все. Я повесил на мастер. Здесь, кстати, параллельная компрессия, прямо в этом плагине, она минимальная. Буквально там 1 децибел прыгает. Здесь я еще, наверное, забыл рассказать, что, конечно же, в тихих моментах по барабанам это все я забивал сам, каждый удар. В припеве, видите, все очень фигачит мощно. Тихий проигрыш. Я не автоматизацией убираю громкость барабана в тихих моментах. Я бью по барабанам слабее. Такая вот фишка. Но автоматизацией тоже нужно пользоваться. Много где и пользуюсь. Это когда тихие моменты, какие-то акустические, ты просто делаешь весь микс потише. А потом в припевах ты поднимаешь его даже, чтобы поплотнее он был. Здесь я так не делал, но вам советую так делать. Мастер шина, наверное, да? Здесь что у нас на мастере висит? Мастер бас компрессора Стивен Слейд. Я трэшолд опустил на -10. Выбрал Glue HP. Хайпас называется. Пресет, потому что чем он хорош? Ничего не компрессится ниже 67 Гц. То есть бас-бочка лучше пробивается. Она не компрессится им. Опустил трэшолд на -10. И здесь gain reduction где-то от 1 там, до 2 прыгает. Давайте посмотрим, послушаем. Это я пока выключу. Слушаем. Ну, это классический срез низких частот. High-pass фильтр. На 25 я резанул. Дальше мой один из любимейших плагинов. Я его еще по-разному использую. Можете в предыдущих моих видео тоже посмотреть. Sooth. Здесь я его просто повесил. Balance to Grammy Awards. Вешайте этот пресет, и все, вы Грэмми выиграете. Они так думают. И опять же, он где-то вот такой был. Я его оставил вот таким. Просто глядя, сколько он убивает, срезает гармоник резких, ненужных. Он плавнее делает более ровную картину. Буквально 1-1,5 децибела он подрезает всякие резонансы резкие, громкие. Ну и первый раз в жизни я такое делаю, ребят. Я не удержался, повесил на мастершину этот Black Box аналог дизайн. Просто весь микс. Бам! И у нас он теперь засатурирован. Но я взял Master 3 O'Clock Patty, не знаю, что это значит. И, ну, очень нежно, скромно. Там буквально сколько? 4-5% было. И все. А разница? А какая разница? Давайте послушаем, есть ли разница. Что ты вообще прибавил 5%, Юр, микса? Это ж поразительно. Это ж поразительно. Давайте еще раз послушаем. Может, вы не услышали? Вот здесь. Вот сейчас я выключу, а потом включу. Ну и максимайзер.
лимитер. Вот фаб-фильтр, мой любимый. Здесь я сделал минус 1 дБ, чтобы в YouTube не все оглохли, а запас был хотя бы 1 дБ. Ну и на 6 гейн. 6 дБ, 6,6. То есть, ну, компрессия, gain reduction, то есть, чтобы была в районе 4, 5, может где-то 6 дБ получилось. А вот, в общем-то, и все, мои дорогие ребята. Давайте сейчас просто послушаем, что у нас получилось в итоге. Но я доволен. После всех этих лет, когда я не слышал то, что хотел, здесь это произошло. Послушаем? Ну а с вами был Юран. Рад был вас видеть на своем канале. Спасибо за просмотры. Ставьте лайкосы. Подписывайтесь на мой канал. В следующем видео у меня по плану обзор новой гитары. Не буду рассказывать, что про что и о чем, почем. Но давно хотел ее попробовать. А так, в общем-то, все. Спасибо. Пока. Увидимся.